Привет, физкультурники! Итак, сегодня мы с вами продолжаем запись видео про наш функциональный тренинг. И сегодня мы с вами записываем продолжение видео, где мы поднимали наши веса от пола до плеч. Окей? Я напоминаю, что в последних видео мы это делали с дамбелами, то есть с гантелями. Сегодня мы переходим к следующему, так сказать, тренажеру. Это у нас будет бар или штанга. Окей? Ну что, друзья, и все, кто еще не подписаны на канал, все, кто со мной не знакомы, я Гоша, тренер, занимаюсь кроссфитом, тяжелой атлетикой. Всем, кому эта тема интересна, друзья, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Вам не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео. Ну что, народ, погнали! Итак, друзья, для начала скажу такую вещь. В общем-то, разница между упражнениями, которые мы изучаем сейчас в последних видео, сейчас будем со штангой изучать, никаких разниц нету. То есть, что там мы делали, muscle clean, power clean плюс squat и просто clean, те же самые движения мы будем делать теперь со штангой. По большому счету разница в таких вещах, как работа в наших мышцах, работа в стабилизаторах. Когда мы работаем, держим вес отдельно в руках, когда с гантелями, да, или там с гирями, отдельно в руках, то наши стабилизаторы работают намного лучше, намного сильнее, чем когда мы держим просто штангу, и у нас есть как бы закрытая цель, да, то есть вот у нас есть круг, мы держим штангу, она закрыта. Когда руки по отдельности с разным весом, особенно когда мы начинаем работать действительно с тяжелыми весами, с большими весами, то стабилизаторы и вообще наши мышцы работают совсем по-другому. Они больше включены в работу, они, как я уже повторил, уже раз за 3-4, да, больше включают стабилизаторы в работу. Они из-за этого, благодаря этому, укрепляются лучше, становятся сильнее, и нам это только в пользу. Но, так как у нас с вами есть кое-какая программа, то есть у меня есть кое-какая программа, чтобы вам ее показать, поэтому я вам показываю также эти же движения, в общем-то, только со штангой. Это первое. Второе, друзья. Я не буду сейчас углубляться прямо уж в самую сильную технику тяжелой атлетики, да, я просто вам покажу эти движения, очень коротко объясню, как их технически выполнять надо правильно, то же самое, как я делал и с гантелями, вот, и все. То есть, если вы хотите, скажем, более подробно, более техническое видео, как выполнять то или иное движение, пишите обязательно в комментариях, и я обязательно об этом просто сниму дополнительно видео. Ну что, народ, погнали смотреть. Итак, друзья, первое упражнение, которое мы сегодня будем с вами рассматривать, это muscle clean. То есть, как выполняется muscle clean. Значит так, по большому счету, это движение, которое мы должны делать, как понятно из названия, задействовать мышцы. То есть, мы должны штангу должны положить на плечи. То есть, что мы должны сделать? Мы должны снизу, с положения земли, тянуть ее вверх, приблизительно возле бедрами, в верхней части бедер, да, мы должны ее подорвать, и отсюда не просто подорвать и упасть под нее, а подорвав, упасть только обратно на пятки, потянуть руками, не сложить руки, мы не качаем бицепсы, а потянуть руками и положить ее на плечи. То есть это более силовое упражнение, оно выполняется обычно с более легкими весами, чем сам клин или power clean, и поэтому... без поэтому. Это просто более силовое упражнение, друзья, которое выполняется таким образом. То есть, как я сказал, друзья, то есть мы стоим внизу, тянем, подрываем и кладем ее на плечи. Есть такие, которые делают с подрывом. Также еще есть опция, когда можно делать без подрыва, чисто руками вытягивать. И штангу. Так, я попробую вам показать сбоку. То есть отсюда и на плечи. То есть вот так вот выполняется muscle clean. Дальше, следующее упражнение, power clean. В общем-то, практически все. То же самое, друзья, только разница в том, что в конце, после того, как мы подорвали штангу, мы должны упасть под нее и положить ее на плечи. То есть, что это значит? Мы в тяжелой атлетике никогда, и также в кроссфите, да, мы не тянем и не кладем вес на плечи, или если это снэч, там, над головой. Мы всегда падаем нашим телом под вес. И я это, кстати, в прошлых видео тоже объяснял. Если кто-то просто случайно пропустил или не видел, чтобы также знали про это и здесь. То есть мы после подрыва подорвали, как только мы начинаем тянуть руками, как только штанга полетела вверх, в этот момент мы должны упасть,
под вес и просто положить штангу на плечи. И так как мы говорим про Power Clean, остановиться в дип и выпрямиться. Окей? Смотрим. Снизу, вверх, бам, и выпрямиться. С микрофонами этими беда. Прицепить некуда. Итак, друзья, смотрим снизу. Подрыв и подсед. И выпрямляемся, да? И выпрямляемся. Так делается у нас Power Clean. Я извиняюсь, у меня микрофон падает, я реально не понимаю, не знаю, куда мне его лучше прицепить. Надеюсь, что отсюда будет хорошо слышно. Вот так. Теперь сбоку. То есть мы опускаемся, тянем, подорвали, подсели, выпрямились. Окей, то есть вот, когда мы прошли колени, мы здесь подрываем, она начинает лететь, в этот момент мы падаем под нее и кладем ее на плечи и выпрямляемся. Следующее упражнение – это комплекс. Так же, как и с гантелями у нас был, здесь его тоже показываю. Power Clean плюс фронт сквот. И чем этот комплекс хорош? Так как следующее у нас упражнение идет клин, то есть имеется в виду сквот клин, все, то иногда бывают люди, которым тяжело сразу как бы с подрыва сесть, поймать штангу, сразу уходя в сет, сесть вниз, окей. Обычно такие упражнения еще делаются, когда идут на новые веса, и когда хотят чуть-чуть укрепить мышцы, когда хотят быть более уверены в движениях, они делят это движение. То есть они делают вначале power clean, потом делают фронт сквот и встают, окей? Такой, скажем, подготовительный комплекс. То есть этот комплекс можно использовать как и просто силовой для тренировки, так и как подготовительный комплекс под сквот клин. Или под клин, как говорится, по нормальному вейтлифтинге, а не в кроссфите. Итак, то есть движение, все то же самое, как и было с дамбелями. Да, мы подорвали, выпрямились и сделали сквот. Окей? Сбоку, друзья, снизу. Подорвались, положили штангу, выпрямились и сделали сквот. Окей, вот такой вот комплекс. И, как я сказал, ребят, очень хороший комплекс, как и силовой, так и в подготовке для самого движения, как полный клин со сквотом. Теперь, последнее упражнение на сегодня, друзья, это именно вот сам клин со сквотом. В общем-то, как вы понимаете, как вы уже догадались, если кто-то не знает про это движение или как его правильно выполнять, то есть разница между power и сквотом, это то, что power мы тормозим на плечах, тормозимся, извиняюсь, в дип и выпрямляется. Сквот мы кладем и продолжаем садиться в полный присед. Итак, выполняется, в общем, все, друзья, то же самое. Отсюда подорвали, сели и встали. Сбоку. Подорвали, сели и встали. Только без торможения. Давайте еще раз. Окей, мы отсюда подрываем, садимся и встаем. Окей, у меня подрыв сейчас был достаточно легкий, я не подпрыгивал даже ничего, потому что, в общем-то, вес легкий. Но по большому счету, если вы работаете с высокими весами, то тут еще должна быть, немножко надо подпрыгивать вверх, чтобы выдернуть штангу и подкинуть ее как можно быстрее, сильнее вверх всей массой тела, чтобы потом было легче и под нее и быстрее подсесть. Итак, друзья, вот такое вот видео небольшое. Да, я понимаю, что многие могут сказать, что типа просто движение, просто там ни к чему не привязаны. Есть еще разные всякие инструменты, которые можно использовать, всякие разные тренажеры, которые можно использовать, или там поднимая с пола до плеч. Окей, да, сегодня я их не использовал, сегодня я их не показывал, потому что сегодня у нас работа именно с железом, поэтому я вам показывал движение только с дамбелями и с баром. Вот. Но это такие движения, которые, если вы, скажем, более-менее начинающий, только начинаете тренироваться, они вам могут помочь. Особенно, если вы начнете работать хотя бы с дамбелями для начала. Окей, значит, вот такие вот несколько таких вот упражнений, которые связаны у нас именно с тем, чтобы поднять какой-либо
инструмент или какой-либо вес с пола на плечи. На этом, друзья, все. Как всегда, не забываем лайки и подписываться. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. Пока, народ. Да пребудет с вами сила.